студии «Вестника Кавказа» Владимир Евсеев. Спасибо, что нашли время прийти к нам в этот предновогодний период. Как я знаю, у вас недавно вышла монография, посвященная Центральноазиатскому региону. Вот расскажите, пожалуйста, о чем, собственно Я говоря. написал монографию, где посмотрел на развитие отношений России с каждой республикой, которая в Центральной Азии, за 20 лет. Кроме этого, посмотрел, как в Центральной Азии работают другие внешние игроки, такие как США, Европейский Союз, Китай, Иран. Кроме этого, посмотрел, как действуют международные организации. Ну и в целом сложилась такая картинка о том, как процессы развивались за последние 20 лет. И на основе этого проанализировав, можно сделать прогноз вперед. Но в книге я это не написал, я постараюсь сделать диссертацию, потому что это предусмотрено. Ну, может быть, вы нам немножко выдадите секретной информации о прогнозах? Ну, эти прогнозы такие. Прогнозы, они в основном определяются сейчас, вот если говорить ближнюю перспективу, определяются 2014 годом, потому что к этому времени планируется существенное сокращение американского военного присутствия в Афганистане. Значит, оценки приблизительно такие. 25 тысяч остается американских военнослужащих и порядка 10 тысяч союзников. Причем немцы хотят оставить свои числа 3 тысячи. По-видимому, англичане, еще кто-то. Ну, в целом получается группировка порядка 35 тысяч на 5 базах. Вот такой расклад. Этого недостаточно для проведения крупномасштабных операций. То есть они могут быть только локальные операции. По сути, они будут заперты на военных базах. И вот при таком раскладе есть, по-видимому, будет потерян контроль над сельскими районами. В всех случаях, значительная часть территории окажется неконтролируема ни Хамидом Карзаем, ни американцами. И этим воспользуется, по-видимому, Талибан. Исходя из этого, может появиться определенная внешняя угроза. Внешняя угроза, она может появиться, по-видимому, двух государств из 5. Это у Таджикистана и Узбекистан. Туркменистан всегда старался поддерживать хорошие отношения с Талибаном, поэтому говорить о том, что там будет дестабилизация или возникнет военная угроза, пока наверное, преждевременно. Но вот самое сложное положение это, наверное, Таджикистан, потому что Таджикистан не имеет, по сути, армии. То есть вот российская дивизия по потенциалу сильнее, кто сейчас называет 4-я военная база, она сильнее, чем вооруженные силы Таджикистана. Если будет угроза серьезная, то в этом случае я не очень понимаю, как президент Эмомали Рахмон сможет удержать внешнюю угрозу самостоятельно. Наверное, должно быть какое-то участие других государств, я имею в виду, в первую очередь, Российской Федерации. Узбекистан сейчас вышел из УДКБ, Россия перед ней не имеет никаких обязательств в рамках ОДКБ. Но могу сказать, что есть двусторонние соглашения. Так вот, в рамках двусторонних Россия имеет обязательства перед Узбекистаном. И если произойдут какие-то серьезные проблемы, то в этом случае России придется вовлекаться, как раз обеспечивать, может быть, безопасность Узбекистана, если Ислам Каримов этого захочет. Вот. Это вот то, что может произойти как бы в ближайшее время с внешней стороны. Есть очень серьезные внутренние проблемы, они в основном концентрируются в Ферганской долине, которая имеет выход на 3 государства. И здесь можно говорить, например, о дестабилизации, например, Киргизии, к примеру, или Узбекистана. Вот внутренние проблемы для Центральной Азии очень серьезные, и они усугубляются межгосударственными проблемами, например, водно-энергетическими проблемами. Они усугубляются межэтническими проблемами. Например, в Киргизии очень серьезные проблемы межэтнические между киргизами и узбеками, и несколько раз приводило к серьезным трагедиям, последний раз в 2010 году. Есть достаточно сильные проблемы, вызванные тем, что, например, жители, которые живут там, в Таджикистане, в Киргизии, они не могут существовать, находясь в республике, они выезжают на заработки. В основном в Россию, частично в Казахстан. Это касается в некоторой степени Узбекистана, откуда тоже выезжают, но, может быть, не в таком процентном соотношении. То есть в целом, получается, в Центральной Азии есть обилие внутренних проблем и усугубляются внешние проблемы. И вот это все может привести к очень серьезным катаклизмам. Тем более, что есть еще проблема передачи власти. Эта проблема актуальна для Ислама Каримова, это для Узбекистана, она актуальна для Эмомали Рахмона, и она тоже актуальна, но с ней пытаются бороться в Казахстане Нурсултан Абишевич Назарбаев. Можно говорить об том, что усугубляется проблема наркотрафика, в которую активно вовлекаются как минимум Таджикистан и Киргизия.
Вот. Есть и другие проблемы. То есть в целом получается вот это обилие внутренних проблем при наличии усиливающихся внешних проблем, это может привести к очень серьезным катаклизмам. И Россия окажется втянута в это событие, потому что это для России стратегически важный район. Россия вмешаться не может, не вмешаться. И с этой точки зрения Россия должна понимать, к чему и готовиться. Границу защищать или помогать решать внутренние проблемы. Я думаю, что чем Россия осознает необходимость в своей вовлеченности в это. И вот, мне кажется, осознавание этого есть, потому что вот эта идея евразийской интеграции, пусть она была высказана Нурсултаном Абисовичем Назарбаевым, но тем не менее она была активно поддержана Владимиром Путиным. И сейчас много делается с тем, чтобы идти дальше от таможенного союза. Другой вопрос, что мне не очень понятна позиция американцев, которая бы высказана Хиллари Клинтон, которая сказала, что мы будем всячески препятствовать евразийской интеграции. Мне кажется, это заявление, я надеюсь, что это было внутриполитическое заявление. Вот, и я постараюсь в этом убедиться, когда буду в ближайшее время в США, но мне не хотелось бы думать, что это является установкой. Установка на то, что США будет препятствовать евразийской интеграции, потому что это приведет к серьезной конфронтации. При Бараке Обаме удавалось ситуацию не дестабилизировать. Мне бы не хотелось бы верить в то, что Барак Обама поменял свою точку зрения и готов к какому-то активному противодействию России. Потому что ведь в Центральной Азии не только Россия, есть Китай. Россия и Китай может объединиться против США. И тогда США тоже может оказаться несладко. Потому что на самом деле потенциал России и Китая совокупный вот в Центральной Азии больше, чем американский. Ну, конечно. Да, но конфронтация всегда плохо. А откуда растут ноги в таких заявлениях? Это все-таки боязнь возвращения Советского Союза или что это? Почему? Вы знаете, трудно понять, потому что Хиллари Клинтон уходит. Я очень рад, что другая женщина, которая зовут Сьюзен Райс, она не будет государственным секретарем. Она не будет себя выставляться, потому что у нее есть очень серьезные проблемы в Сенате, обусловленные неудачной интерпретацией гибели посла США в Бенгази. Так вот, потому что если бы она пришла, то это было бы хуже, чем Кондолиза Райс. Сейчас наиболее реальной кандидатурой является Джон Керри. Керри, он занимает такое промежуточное положение. Он не является ни противником России, но и не сторонником. Вот, с этой точки зрения с ним работать лучше, наверное, чем, в всяком случае, чем Сьюзен Райс однозначно. Поэтому определенная надежда есть на то, что вот сказала Хиллари Клинтон. Она сказала как завершающее свое выступление, за которым, я все-таки надеюсь, не стоит каких-то серьезных действий. Очень просто разворошить, например, улей ос, особенно когда ты находишься за океаном. Но каково это России, когда это улей находится рядом. Поэтому я думаю, что все-таки надеюсь, что вот эти заявления, они больше внутриполитического характера имеют, чем будут воплощаться в той политике, которую будет проводить новый государственный секретарь США. Ну да, картина действительно какая-то нерадостная предстает. Прогнозы по Центральной Азии несколько пугают, и если вот самое худшее сбудется, то нам в любом случае придется ждать и новой волны мигрантов. Вы знаете, здесь вот я думаю, что в отношении мигрантов не надо проблем преувеличивать. Почему? Потому что все государства сталкиваются развиты с этим. Такая возможность действительно существует, и Россия это понимает и пытается каким-то образом сдерживать, но вы понимаете, если пойдут катаклизмы, как их сдерживать будешь? Россия же не может бросить их на произвол судьбы. Вот. Они все равно дают возможность проехать, тем более сейчас границы открыты. Вот я не представляю, вот границу с Казахстаном, ее же просто так не закроешь. Она все равно будет проницаема. Да ее даже нет, собственно говоря. Считают, что техническими средствами она оборудована, но она проницаема достаточно. При наличии такой границы остановить, особенно когда пойдут большие потоки мигрантов, конечно, можно как-то попробовать их фильтровать, но, в общем, это принесет достаточно много негатива. Я не очень уверен, что Россия к этому готова, поэтому с этой точки зрения лучше не доводить ситуацию до кипения, а лучше пытаться останавливаться на дальних рубежах. У России есть возможности пробовать остановить на дальних рубежах, особенно учитывая наличие Организации договора о коллективной безопасности, наличие двухсторонних союзнических отношений. Многие говорят, что Россия все теряет. Да, что Россия теряет Ближний и Средний Восток. И вы знаете, вот это поднимается истерия, под которым ничего нету.
Вы понимаете, как бы я мог бы мы по Ближний Восток вам рассказать о том, что на самом деле это не так, что Россия все теряет. И то же самое и в Центральной Азии. Не все столь однозначно, потому что не так уж однозначная позиция США, не так однозначная позиция Европейского Союза, который как политическая структура себя не очень выражает, могу сказать, в Центральной Азии. Вот. НАТО, да, присутствует, но влияние НАТО тоже ограничено. Потому что, вы понимаете, не хотят в это вкладываться. А если в это не хотят вкладываться, то как может это что-то получить дивиденд? Это нереально совершенно. США не хотят вкладываться. Понимаете, потому что в США много всяких других. Центральная Азия не является приоритетом для США. Понимаете, вот в чем проблема еще. Проблема не то, что российская, а проблема тех государств, которые находятся в Центральной Азии. Вот вы понимаете, вот с этой точки зрения, поэтому не все столь однозначно.